Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня гостья, которую я хочу представить особо, потому что в Москве, и я уверен, что в России нет такой второй девушки. Это регент незрячая, которая руководит сестринским хором в Марфо-Мариинской обители. На самом деле это очень сложно. Итак, это Олеся Егорова в крещении Александра. Добрый день. Здравствуйте. Олеся, скажи, пожалуйста, ты родилась в Петрозаводске. Да. Достаточно далеко, я бы сказал, от Москвы. 1000 километров. Да. Ты думала в детстве о том, что ты когда-то будешь служить Богу, что ты будешь петь сначала в хоре, потом учиться, как-то станешь духовным человеком? Были такие мысли в детстве или нет? Нет, конечно. У меня вообще же семья неверующая. Ну, соответственно, откуда у меня были такие мысли? Все детство я провела просто как обычный ребенок. Ну, о церкви ничего не знала. Самое большее, что я знала, что есть ад, и там жарят на сковородке. Вот. Единственное, что я знала. Вот. О Боге ничего не слышала. Хотя была крещена в год. То есть, когда мне был год. Мои родные решили меня крестить, хотя сами неверующие. А бабушки, дедушки тоже не воцерковленные? Нет. Не было воцерковленных? Нет. Никто не воцерковлен, атеисты или же просто как бы равнодушные люди. Вот пути Господни неисповедимы, и ты решила поступить потом, заняться просто музыкальным образованием. Как тебе пришло это, вот что ты хочешь заниматься вокалом, заниматься музыкой? Ну, я же пела с раннего детства, можно сказать, почти с рождения. Я Вот, очень любила петь. Я вообще очень любила петь. Я пела под пластинки. Раньше еще были пластинки вот эти. Меня научили даже ставить, как ты, проигрыватель там какой-то, иголку, что ли, там надо ставить. Я уже забыла, но меня учили, я помню, в детстве, чтобы я сама там родителей не напрягала и спокойно включала себе пластинки. Потом диктофоны, магнитофоны всякие. И пыталась повторить, наверное. Все повторяла, да, все пела, вот эти все детские песенки, все детство ходила, пела в школе, в школе, в музыкальных всяких кружках там участвовала, концерты, все это было, да, потом пыталась поступить в музыкальную школу, но когда я была маленькая, я просто была упрямее, чем сейчас, я и сейчас не особо покладиста, вот, в детстве было еще хуже. Я бы сказал, что ты настойчива и добиваешься своего. В детстве я тоже добивалась, педагог не Скажи, выдержала. в детстве у тебя были какое-то зрение или не было с детства? Нет, у меня не было зрения, мне при рождении глаза сожгли кислородом, и поэтому так. И мы сейчас не будем об этом говорить. Да. Это тема другая, скажем так, более грустная, трагическая, но тем не менее. На самом деле я скажу честно, что если бы я была зрячей, может быть, я к вере бы не пришла. Вот это я точно понимаю, поэтому слава Богу за все. Золотые слова, потому что я считаю точно так же, что Господь любит слепцы. И многое нам дает, и с возрастом мы рано или поздно приходим, многие из нас приходят к вере, и Господь дарит нам какое-то внутреннее зрение. Скажи, пожалуйста, вот когда ты говоришь, решила поступить в музыкальную школу, какие-то были препятствия, не хотели брать, да? Да нет, просто в детстве я была очень упрямой, и я говорила педагогу, что я никогда не буду играть то, что вы хотите, я буду играть только то, что я хочу. Вот, там же фортепиано тоже основной предмет, вот надо было заниматься. И я была очень упрямой, поэтому меня не взяли, говорят, мы не будем с тобой заниматься. И уже я поступила в музыкальную школу на последнем году своего обучения в обычной школе, специализированная, но обычная средняя школа. Я там училась 10 лет. У нас школа 12-летка. То есть 10 лет учишься как средняя школа, да, обычная, как аттестат неполного, да, выше среднего образования. И потом уже 2 года доучиваешься. И школа специализировалась вообще на массажисте, на массажном образовании.
Ну, то есть там готовили к тому, что ты потом едешь в Кисловодск, поступаешь в колледж, учишься массаж. В Но обычной твоя школе. жизнь сложилась И по-другому, слава твоя богу, судьба. да. Но вот я поступила в музыкальную школу как раз на последнем году обучения десятилетки. И я всеми правдами и неправдами уговаривала родителей, чтобы меня отпустили учиться в Курск, тоже в специализированный колледж на вокальное отделение. Потому что они не хотели, они не понимали вообще, как я уеду. Вот, боялись, во-первых. Во-вторых, они не хотели, чтобы я занималась музыкой профессионально, потому что считали, что массажист, ну, более хорошо зарабатывает, лучше. И вообще Денежная, практичная, да, такая ну да, а я профессия. не хотела, и я добилась своего, несмотря на все там какие-то препятствия, я добилась своего и уехала в Курск учиться на 4 года, поступила на вокальное отделение. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, потому что многие наши зрители, братья и сестры не знают про Курский, как он правильно называется, Курский колледж. музыкальный колледж интернат слепых, он вообще образовался от какой-то была школа фронтовая, кажется, после войны он образовался для военно ослепших. Потом уже Да, и появилось потом, училище, и сейчас вот его и переименовали в сейчас, вот, колледж. дорогие братья и сестры, сейчас на самом деле об этом уже колледже слагают легенды, потому что там такие преподаватели, которые действительно не только преподают, скажем, предмет какой-то, да, специальность или сольфеджио или там какой-то инструмент, но они передают свои знания, они могут человека морально поддержать. С учениками уже, которые выпускаются из этого колледжа, они потом поддерживают отношения учителя. И много уже учителей, которые, к сожалению, ушли, их с благодарностью вспоминают. Да. Вот. Расскажи, пожалуйста, о своих преподавателях в этом колледже. Кто тебе помогал? У меня много, на самом деле, там преподавателей хороших, и наша заведующая Алла Игоревна, она до сих пор там. И моя педагог по вокалу худой Елена Анатольевна до сих пор, я так понимаю, там преподает, как я помню. Она меня очень многому научила. И у нас дирижер-хоровик наш Олег Иванович Рыльцов, он очень хороший. Благодаря ему у меня появилась мечта стать, наверное, регентом, да, ну, в принципе, управлять хором. Ну, я просто заметила, что раз он управляет незрячими, может быть, и незрячий человек может попробовать это делать. Пытался он меня чему-то научить, но у него ничего не вышло, и он сказал, пока невозможно, видимо, это. Ну, это уже другой разговор. На самом деле... Да, чтобы вы понимали, когда руководят хором, то это происходит специальными жестами, где-то даже помогают там мимикой, Ну глазами. да, глазами, да, я не знаю, чем только Да, угодно, то есть, ногами, руками. Да, иначе, Всем, чем можно. иначе просто хор будет, как говорится, кто в лес, то по дрова пить, Ну да? да. Вот, и... Но если спетый коллектив, там, в принципе, можно только махнуть вступление, и уже у Согласен, меня но уже такое есть. нет, тем не менее, когда разучиваешь ты новые какие-то песнопения, Ну да. когда готовишься к какой-то особо торжественной службе там, и так далее, все равно приходится, наверное, проявлять настойчивость, много раз репетировать, работать и так далее. Бывают же показательные какие-то Конечно. вещи. Вот мы, наконец, добрались до основной темы нашего разговора. То, что вот у Олеси возникло желание стать регентом. Скажи, пожалуйста, ты тогда уже верила в Бога или это просто произошло так, просто, как сказать, Да, ради того, чтобы, может быть, если, ну, как бы сказать, многие люди идут в церковь, честно говоря, попеть и заработать деньги. Вот в провинции я знаю. У тебя, наверное, что-то подобное было, да? ну, у меня, как это даже сказать, не знаю. Я же, когда пришла к вере, у меня не было такого стержня, что ли, особого, да. То есть я знала о Боге, я пришла больше даже потому, что в храме ощущается любовь. И от тех людей, которые там, ощущается любовь. У меня родители любили, но просто они меня как бы воспитывали. И поэтому иногда были строги немножко. Ну, так. Вот. Это полезно тоже хорошо было. А в храме, когда приходишь, ощущаешь любовь, как туда не потянуться, да?
И поэтому я как-то прилепилась, и мне было хорошо, и с Богом хорошо. То есть приятно, когда тебя любят, это понятно. А когда поехала я в Курск учиться, тогда я растеряла вообще всю эту веру, к сожалению, потому что не было стержня, я повторяю, да. И это Ну и очень... там такая атмосфера светская, Это же, да, да, там больше. же И, межконфессиональное да, пространство, да, многонациональная. там разные религии, разные люди. И там просто живешь обычной светской жизнью. То есть там, ну, ничего нет такого прям духовного, да. Там была история религии, но мы тоже рассматривали все религиозные учения, да, какие есть. И я потеряла веру. Я, конечно, в храм ходила, но ходила большей частью, к сожалению, чтобы просто поработать, ну или просто попеть для души, для себя. Но вот именно верить у меня так не получалось. И как ты потом вернулась к настоящей вере, Ну вернулась к вот Богу? насчет регентования. Просто я видела, как другие это делают, и мне было интересно, как это. Вот И интересно, незрячая девушка говорит, я видела, как это делают ну, другие. в том плане, что они же, ну, когда ты поешь, ты все равно знаешь, что они там что-то делают. Я спрашивала, как они это делают, показывали. Мне даже еще до того, как я поступила в колледж, показывали, что как это То есть они регентовать. брали твои руки Ну и... да, рукой показывали, что это такое. Но для меня это был как темный лес. А уже когда я в Курске попросила меня поучить, мне там попытались тоже там какие-то схемы показывать, дирижерские. Потому что многие считают, что дирижирование и регентование это одно и то же. И, в принципе, можно и дирижерскими жестами что-то показывать. Ну, это долгий разговор. Вот. А к вере я пришла тоже удивительным образом. Я поехала в Волоколамск. Есть там реабилитационный центр, там можно получать элементарную реабилитацию проходить, простите. Я еще хочу сказать, что в Волоколамске вот этот реабилитационный центр, и туда попадают чаще всего люди, которые внезапно потеряли Да, зрение. или поздно ослепшие. Или поздно ослепшие, которые вот когда они ослепли, они просто не знают, что делать. Угу. И там есть замечательный директор Сергей Иванович, который уже много лет там работает. И мне приходилось там бывать. И вы знаете, там незрячие люди показывают такие примеры, что многие об этом даже не знают. Я там, когда выступал, мне подарили, знаешь, такую резьбу по дереву. То есть незрячие люди, представьте себе, занимаются резьбой по дереву. Это очень здорово. И мне подарили такую, знаете, настенную штучку такую, панно, которая может панно быть? такое, да, в виде какого-то лесного дядьки там. Может быть, это какой-то леший, может, это просто какой-то старик, что-то непонятное такое, в общем, Здорово, косматое. Но здорово. факт в том, что с такой точностью вырезаны глаза, брови, нос, рот, значит, все подробности лица, косматая борода. И я когда это все прощупал, да, вот, я понял, насколько это тонкая работа. И неужели это сделал незрячий человек? Да, это сделал незрячий человек. Хотя вот я, когда тоже поступал учиться играть на гитаре, тоже сказал, у тебя ничего не получится, там аппликатура сложная и так далее. Но вот этому я очень удивился. Расскажи, пожалуйста, про твой опыт Волоколамска. Я тебя перебил, просто чтобы люди понимали, что это. Я в Волоколамск приехала на вот эту элементарную реабилитацию для того, чтобы научиться ориентировке в пространстве, потому что как-то плохо у меня это все было. Мне было страшно ходить по улицам. Ну, для многих это не удивительно, на самом деле, потому что действительно незрячему человеку страшновато, да, ходить. Но вот сейчас, спустя многие годы, я уже могу сама передвигаться в тех районах, которые мне доступны, да вот и на метро, если надо, поеду, и куда надо, туда приеду, в принципе. Ну, то есть главное, как язык до Киева доведет. Вот, и в Волоколамске как раз я училась и ходить, и шить, и вязать, и готовить. Ну, что-то я умела уже то есть я все равно, когда в Курске училась, готовила дома, еще жива, я Удивительно, тоже что готовила. учится вязать. Вот это мне не Да, понятно. вязать на спицах, это на самом деле очень здорово и нервы успокаивает, просто супер. Вот, особенно если ты вяжешь какие-то такие простые вещи. Вот я вяжу шарфы, снуды вот эти, они как вокруг головы там обвязываются. Вот, они такие круговые. Как-то я вязала шапочку для своей племянницы двоюродной.
Ну, там с помощью, потому что там трудно, там узоры надо было вывязывать. Носки вязал, ну, тапки всякие. Ну, это интересно на самом деле. Просто, Так, давай вернемся к теме. Да, это все интересно, но к теме все-таки ну ладно, да, я веры. сейчас скажу. Да, я когда приехала в Волоколамск, решила пойти на службу. Слава Богу, не знаю, что меня на это правило, наверное, действительно Божий промысел. А вот сходить на службу на богоявление, на крещение Господне. И я зашла в храм, и, не знаю, Господь, наверное, сердце коснулся. То есть это, ну, приход обратно, возвращение в веру, как вот отпадение от веры, да, произошло вот быстро как-то. Ну, не было такого, что я долго пыталась удержаться, да. Так и вот приход к вере, он произошел как-то одномоментно. Ну, то есть я вот в какой-то момент ощутила вот Бога прям в сердце, и Он сказал, я здесь. И мне ничего не, ну, как бы не нужно было больше. А после этого вот таких отпадений, дай Бог, не будет и не было. Вот, то есть я осталась в вере, прошла вот эту школу в Волоколамске, уехала домой, ну, как бы готовилась поступать. Ну, это уже тоже другая ситуация. Ну, продолжаем эту ситуацию, продолжаем. Ну, просто я год, перед тем, как я поехала в реабилитационный центр в Волоколамске, я должна была поступать в высшее учебное заведение. Я планировала поступать в специализированную академию искусств на вокальное искусство. Потому что все-таки мне сказали, что ты на дирижирование не сможешь. Я и не знала, где на регентование учат. То есть для меня, ну, было непонятно, где, что, когда. И я думала, ну, я буду вокальным педагогом, и все, мне будет прекрасно. Меня не взяли для меня не очень понятным причинам, но это не суть важно. Сказали готовиться. Вот я готовилась на следующий год, и тоже вот после Волоколамска как раз я готовилась поступать в Академию искусств опять. Опять так и выходило. У меня не было никакой мысли даже поступать в другое учебное заведение. Но благодаря тому, что я научилась ориентироваться в пространстве, у меня появилось желание куда-то ездить. И я, как-то понадеявшись на Божью помощь, действительно, я решила поехать сначала в Оптину пустынь, просто проверить, получится ли у меня съездить самой. Ну, то есть с Петрозаводска до Москвы, и там вот на автобус сесть и поехать до Оптиной пустыни. Это было очень интересно. Я познакомилась с многими людьми и до сих пор с некоторыми общаюсь. Тебе помогали по пути, наверное, Ну да, паломники. просто там встречаешь кого-то, да, у меня там, это удивительно просто. Вот, а потом я решила поехать в Дивеево, и как раз Дивеево стало такой отправной точкой в моей будущей жизни, да, вот как в другой поворотный такой момент, то есть вообще развернула в другую сторону, то есть я туда не планировала, но я благодарю Бога за то, что это было так. В Дивеево я познакомилась с одной из послушниц Марфы-Мариинской обители, она сейчас ныне инокиня Варвара, и она меня повезла в монастырь, туда, в Москву, то есть я вообще не планировала, то есть все поменялось, все планы. Я вот с Дивеева должна была домой возвращаться. Видишь, это все-таки, наверное, Это там действительно великий промысел удел Пресвятой Богородицы, и в таком святом месте, И батюшка наверное, Серафим помогал, да, да, в таком это святом месте удивительно. душа крестьянина, наверное, в правильном направлении вот поднимает. Ну, Как ты считаешь? я не знаю, это было просто чудом для меня. То есть, и даже я сначала не понимала, что это чудо. Ну, то есть это не сразу понимаешь даже. Но жизнь повернулась совершенно другим углом за несколько дней буквально. То И есть значит, с инокиней ты поехала я в поехала в Москву, Марфо-Мариинскую обитель? да, в Марфо-Мариинскую обитель, и там меня познакомили с матушкой игуменей Елизаветой, которая мне предложила, а почему бы тебе не поступить в Свято-Тихоновский университет, который как раз там занимается регенским мастерством, там учат очень хорошие педагоги. Я говорю, ну как бы я и не думала, у меня мысли не было. Мне кто-то когда-то о нем говорил, но я совершенно не заострила внимание. Я говорю, ну не знаю. И она меня направила к владыке Пантелеймону Шатову, который занимается как раз милосердием, он окормляет Марфу-Мариинскую обитель. И он как бы дал, можно сказать, свое благословение. Ну давай, говорит, поступай. И я готовилась параллельно в два места. Но вот
к университету Свято-Тихоновскому я даже не знала, как готовиться, потому что, ну, откуда знаешь, за 2-3 недели узнаваешь, что ты будешь поступать там в какой-то университет непонятный, ну, конечно. Это действительно чудеса. Да, это что- вообще чудо просто. Да. Я когда приехала, там меня чуть ли вообще не выгнали в зашей. Я приехала за час до конца подачи документов. Вообще, я приехала такая, вся такая крутая, возьмите меня, пожалуйста, примите документы. Они вообще не знали, что со мной делать, потому что у них не было такого опыта. Опыт, тем более незрячий, да? Незрячий пришел там, он не умеет ни дирижировать, ничего, пришел там учиться на регента церковного хора. Ну это смешно. Но все-таки видишь по промыслу Божьему, как произошло-то, что тебя взяли. Но это благодаря матушке, благодаря владыке. Они очень сильно просили ректора нашего университета, отца Владимира Воробьева. И меня взяли, боясь, конечно же. Вот. Им было страшно меня брать, потому что непонятно, что со мной делать, ничего нету для того, чтобы мне учиться. Ну как ничего нету? Во-первых, у тебя способности, талант способности от это Бога. одно, но когда, допустим, нету нот, да, ничего, ни обиходных, ничего, а московский обиход, он отличается от питерского. Пусть я и пела в Петрозаводске, да, там, но московский обиход немножко другой. И плюс каждую неделю должны быть церковные послушания, это значит богослужение должен петь, да. И ничего нет. Каким образом ты их будешь петь? Мне каждый день меняется. Нет такого. И вот тут, друзья, начинается самое сложное, интересное. Вы понимаете, как человеку незрячему можно вот церковно-славянский это, да, язык записать в Брайле, подготовиться к службе. Как ты это делала? Расскажи, как вообще первые шаги? Ну, эти? во-первых, я все делаю гражданским шрифтом. К сожалению, есть какая-то церковно-славянская азбука, но я ее не изучала, потому что для меня это сложно, это очень много времени займет, я пока этим не занимаюсь. Может быть, когда-нибудь я займусь. Ну, древнерусский, по крайней мере, есть древнерусская брайлевская азбука. Брайль — это, если, не знаю, кто-то не знает, это такой язык, из точек состоящий, да, то есть есть 6 точек. Да, всего. есть вообще 64 комбинации, из шеститочия можно выстроить, 64 комбинации. Из этих 64 комбинаций как раз состоит алфавит, ноты, цифры, все, что хочешь, то есть и русский, Все, что есть на свете, скажем да, так. то есть вот 64 комбинации, да. То есть, допустим, буква А в русском языке, она также может быть буквой А, там, A, допустим, в английском, да, там, и я не помню, альфа, да, альфа в греческом, да, то есть, ну, или, допустим, ну, это просто привожу то, что я знаю, да, то, чего я касалась. Вот. Что я говорила? Да, я гражданским шрифтом все записывала, мне приходилось писать от руки. Ну, то есть есть такое приспособление, я не принесла, думаю, что не надо. Нет, ну Прибор, понятно, да, и продавливаешь. грифель, да, то есть это нужно. Грифель — это как будто бы шило такое. Ну, вот как для зрячих это более понятно объяснение. И в приборе есть такие дырочки как раз, да, как шеститочие, и ты должен вставлять бумажку туда в прибор и продавливать вот этим грифелем точки. Да. И представьте себе, сколько нужно этого всего продавить, чтобы хотя бы вот сделать Хотя бы одну службу, да, записать. Да, это труд титанический. Не говоря уже о нотах, да, не говоря уже о других предметах, которые у меня есть, которыми мне тоже надо было заниматься. То есть действительно первые полгода для меня были просто каторгой. Ты знаешь, Алисия, я раньше думал, что вот паралимпийские спортсмены, там, люди, которые там рисуют картины, держа выжигатель в зубах, у них нет рук и ног, кто-то пишет ногой, там, кто-то еще что-то делает. Я видел эти подвиги, видел этих людей, и они меня восхищали. Но вот такое стремление к служению Богу именно в качестве регента, оно имеет высокий духовный смысл, во-первых. Во-вторых, требует от человека максимальной сосредоточенности и, наверное, очень сильной внутренней веры. И ты говоришь, стержня не было, но теперь, мне кажется, он появился, и он такой сильный, что вот находясь с тобой, мы с тобой общаемся второй раз, я чувствую действительно внутри тебя присутствие Божие, потому что вот когда ты
я был на службе в Марфо-Мариинской обители, а потом уже мы с тобой поехали дальше там на интервью. И я почувствовал, как поет хор сестринский. Я услышал это, и я не поверил, что это руководит незрячий человек. Меня это просто поразило. И вот ты ночами, да, этим занималась сначала, писала эти службы? Мне приходилось, потому что днем не всегда было время, а мне должны были вечером сначала надиктовать это на телефон, там, допустим, или на диктофон, со всеми запятыми. Это тоже труд очень большой людей, которые это делали, потому что им приходилось все вот прям надиктовывать четко, да, то есть все слова прям проговаривать, чтобы я писала правильно. А ты это правильно. все прослушивала Я это все и начертывала? И писала, И да, писала, да, это все вот именно, ну, когда нужно было, да, иногда приходилось много времени на это. Скажи, было такой момент, когда ты уже отчаивалась, ты молилась? Нет, просто для меня было иногда тяжело, что и я больше так не смогу. И на самом деле, ну, было так сложно в какой-то момент, уже ближе к декабрю. Вот я уже чувствовала, просто я не выдержу, потому что там еще начались вот эти экзамены, концерты отчетные, и думаешь, ну не выдержишь. Там же все равно фортепианные концерты, вокальные, нужно было тоже там что-то петь. Вот, это все тоже ноты надо было переписывать или на слух учить играть, да, то есть, ну, не было такого, что все можно найти там в библиотеке, да, там или еще что-то. Что-то все равно приходилось, большинство, особенно духовные песнопения. Ничего нет такого прям вот именно обиходного, да. А вот сейчас у меня очень много нотного материала дома. Я переписала и знаменного много, и разных стилевых, ну, мы просто много что проходили, у меня очень много сейчас нот. Вот, и мне так как жалко будет, если надо будет куда-то девать. Ну ладно. Вот. А потом вдруг в какой-то момент матушка увидела мои мучения, матушка Марфо-Мариинской обители, Елизавета Игуменья. Я просто жила у них в монастыре. Все 5 лет моего обучения я прожила в Марфо-Мариинской обители. Потому что университет находился где-то в 15-20 минутах ходьбы от монастыря. И мне было удобно. Меня научили ходить, и я спокойно могла, когда мне удобно выходить, извини, что перебиваю, сама атмосфера Марфо-Мариинской обители, пребывание среди послушниц, сестер, общение с матушкой. Ну, на самом деле там не было времени особо. Я говорю, что все равно вот эта атмосфера, она еще больше, наверное, укрепила тебя подсознательно в вере. Господь, тогда я об этом не думала. Ну, ты не думала, но мне кажется, Господь за тебя думал и распорядился твоей судьбой. И расскажи, пожалуйста, когда матушка подарила тебе вот это устройство, покажи его, пожалуйста. Нет, показать я его не смогу. Вот. Матушка, когда увидела, что я пишу по ночам, она часто видела, что я хожу заниматься по ночам, там, ну, потому что так приходится. Она мне решила подарить брайлевский принтер. Брайлевский принтер — это такое устройство, которое помогает печатать точками тексты. То есть он печатает их, наверное, в 100 раз быстрее, чем я, может больше. То есть, допустим, одна страничка печатается буквально там 30-40 секунд. Да. А потом это можно перевести на обыкновенный язык и уже сестрам раздать. Не, обыкновенный язык-то не то. Нет, я говорю, сестрам как ты раздаешь? Это в компьютере все делается. Ну да, через это компьютер, просто да. в компьютере. Принтер просто тебе помогает распечатать по Брайлю, чтобы тебе уже не писать вручную. Вот у меня, да, сделана служба, я печатала все это на бумаге, и потом у меня это остается уже надолго. Вот. Сейчас я уже печатаю на принтере только тогда, когда я регентую, потому что мне надо одной рукой читать, другой рукой махать. Вот. А у меня появился тоже дисплей брайлевский специальный, но это уже появилось после конца моей учебы. Вот. Мне помогли многие люди, собрали денежку, помогли. Тоже он такой интересный, тут очень много разных книг. Вот, точки появляются, и, ну, то есть можно читать абсолютно различную литературу. У меня здесь Минея, Актоих, все богослужебные книги, в принципе, Трофион, все, что нужно. И плюсы, если надо, какая-то духовная литература просто, и Библия, да, и какие-то просто жития святых, я не знаю, пути реки, все, что хочешь.
и плюс, если надо, светское что-то, и по учебе что-то, то есть все, что нужно. Этот дисплей — это мой помощник, который мне помогает в любой момент, в принципе, взойти на клирос и петь. Не регентовать, но петь. Вот, то есть я, в принципе, открываю службу и могу. Конечно, у меня это не получается так, как у зрячих, потому что все-таки зрячие, они смотрят на руку, у них есть разметка в текстах, но если знакомый регент, допустим, я могу его ловить и тоже вот пытаться, в принципе, неплохо петь. Вот, потому что вот те мини, актоихи, да, все, что у меня есть в этом дисплее, не везде есть разметка, или не везде она совпадает с той разметкой, которая у зрячих, да, допустим. Ну, на самом деле, я не знаю, может, я путано все это говорю. Нет, все понятно, просто здесь немножко такие вот специфические вещи, но я думаю, что, братья и сестры, вы понимаете, насколько эта девушка прошла такой тяжелый путь преодоления, самопреодоления и продолжает это делать. 3 года уже ты регентуешь в в общей сложности, да. В общей Мне сложности. приходилось уезжать. Да. Но тем не менее. И я считаю, что это многим пример зрячим людям того, что мы сейчас вот говорим о каких-то кризисах, там, финансовых, политических, экономических, каких угодно. А Господь, вот мы говорим еще, что плохо, что там интернет, прогресс научный, смотря как мы это используем. Вот, пожалуйста, плоды цивилизации, которые дают добро, которые Господь превращает в полезные для людей вещи. И я очень благодарен тебе за твой подвиг, потому что я думаю, что многих и вдохновит, и многие люди задумаются, насколько же им легко добиться того, что они хотят, глядя на то, как ты пришла к тому, что ты пришла. Скажи, когда ты первые несколько раз смогла управлять вот этим зрячим сестринским хором, какие чувства ты испытывала? На самом деле у меня первые опыты были не с сестринским хором, первые опыты были у меня в университете, и педагоги очень боялись вообще, как это все будет, потому что я сама боялась. Для меня жестовый язык — это что-то непонятное, и, допустим, те жесты, которые мне понятны, они непонятны зрячим, да, и наоборот. То есть, допустим, мне кажется, что я плавно показывается, оказывается, нет, да, допустим. Это очень сложно, да, действительно. Да, и первые разы, например, мои педагоги очень умные, вот, они молодцы, нашли такую золотую середину. Золотую середину, чтобы постепенно меня вводить в это. Например, допустим, они приглашали меня на свои службы. У меня педагог Светлана Анатольевна, она приглашала меня на свои службы и давала мне регентовать, допустим, ехтеньи только первое время, да, чтобы я понимала вот эту связь с хоровым коллективом, чтобы я понимала, вот я показываю, допустим, там, не знаю, там, Господи помилуй, да, и снятие. То есть я должна понять, что вот хор возьмет и снимет, да, вместе со мной. И это здорово, это такое ощущение удивительное, когда ты Париж, наверное, буквально. Это просто чудо, когда ты понимаешь. У меня бывают такие моменты, когда я боюсь, что я не так что-то покажу, или что-то такое бывает неожиданное, прям мгновенно надо что-то показать. И я показываю, и они вдруг поют. И я так стою и улыбаюсь, все 32 чудо происходит. Вот это, да, вы меня поняли, говорю, как это так произошло, это чудо. Вот, и когда, конечно, я еще в университете, да, училась первое время, все боялись вообще, и те певчие, которые со мной, они меня не понимали, сейчас уже более, все по-другому, сейчас уже есть опыт, а тогда же не было опыта, и было страшно и мне, и им, и были всякие заминки, и были сложности, но на самом деле благодаря студентам, которые меня поддерживали, благодаря педагогам, священникам, которые терпели вообще все, что происходило на службах, вот, все-таки вот из меня вышло то, что вышло, и когда я уже вышла на дипломную службу, все были просто поражены. И я в том числе, на самом деле, потому что не все думали, что я дойду до конца. Много, потому что несколько попыток уже было, да, подобных тебе, что да кто-то нет, хотел. была одна девочка, которая в училище в хоровом училась, Мгм. при университете, и она не доучилась.
там, видимо, какие-то причины были, и она перешла там в Курский музыкальный колледж. Я так поняла, она там дирижерско-хоровое закончила, но открылась после того, как я уже ушла. Ну вот. Так что, братья и сестры, напоминаем вам, это Олеся Егорова, крещение Александра. Кто может, я призываю молиться Да. за ее благополучие, чтобы Господь ее укрепил и дальше вел вот этим духовным путем, потому что твой путь, он освящен Господом, и находясь, еще раз говорю, рядом с тобой, хочется сказать: Господи, да будет воля Твоя святая над всеми нами, потому что все по промыслу Божьему. Сквозь такие испытания приходится проходить иногда людям, чтобы прийти к своей мечте. Да. Сквозь такие страдания она, может быть, ночами и рыдала, и плакала. Мы же этого не Нет, знаем. этого не было. Мы этого не знаем. Но тем не менее Господь крепил, и Господь привел. И слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да. Я хочу поблагодарить Тебя за то, что ты сегодня пришла в храм Сергия Радонежского на Ходынском поле и рассказала о своем жизненном пути, о своей судьбе. Судьба, то есть это что? Суд Божий. Мне хочется пожелать, чтобы вот все, что будет в твоей жизни дальше, все было по промыслу Божьему. Да. Можно? Да. Я тоже очень благодарю, что ты пригласил меня. Вот, я не думала, что это будет. Очень рада, что я смогла приехать в этот храм. Я ни разу здесь не была. Мне очень понравилась акустика этого храма. Я просто в восторге и восхищении. Благодарю всех, кто смотрит нас. Скажи, что бы ты пожелала вот всем, кто нас смотрит, кто, может быть, находится в каких-то сомнениях, получится у меня что-нибудь, не получится. Я тоже в сомнениях нахожусь. Нет, может быть, кто-то из людей, знаешь, вот не верит в собственные силы. Как найти в себе силы и преодолеть, сделать, добиться невозможного? Как идти к цели? Вот твой рецепт. Ну, есть у меня все время батюшка, мой духовник, говорит очень удивительную фразу, это из Писания: «Сила моя в немощи совершается». То есть все могу, а укрепляющий меня Иисусе. Если мы с Богом, то возможно все. Ведь недаром даже в Евангелии написано: если ты веру имеешь с горчичное зерно, а оно действительно очень-очень маленькое, то ты можешь даже горы переставлять. Конечно, видимо, у нас такой веры прям нет, потому что мы постоянно находимся в сомнениях, мы постоянно сомневаемся в Боге, мы не можем Ему верить в себя, мы не можем Ему доверять. То есть мы все равно пытаемся своей самостью, мы Ему мешаем, в нас что-то творить, в нас куда-то вести. А вот если довериться Богу, и я же тоже не могу всегда, у меня тоже всякое бывает, и сложности, но если довериться Богу, Он сам все сделает на самом деле. И ведь есть еще такое удивительное, советую читать, принадлежит, предписывают его батюшке Серафиму Вырицкому, монолог Бога с душой. От меня это было. Это удивительное произведение, оно небольшое. И там указано то, что вот действительно все, что не происходит, все от Бога. Все, горести, радости, грусть, печаль, тяжелое что-то, все вообще. То есть, когда тебя друзья покидают, когда какие-то искушения, когда вот все вокруг, все от Бога. Ничего не бывает просто так. И все для нас урок, правильно? Все мы должны преодолеть. Я не знаю насчет урока, я знаю, что это от Бога. Если это от Бога, то в любом случае Бог никогда не дает выше сил. Значит, у нас есть на это силы. А если есть на это силы, с Богом, если Бог за нас, то кто против нас? То есть все, мы с Богом, что нам все говорить? Бояться нам нечего. А что бояться-то? И вот я традиционно всегда незрячих людей спрашивал, счастлива ли ты? По-моему, это очевидно, да. Скажи мне, пожалуйста, вот какие самые счастливые моменты в твоей жизни вот ты испытываешь, когда самые... Я пою. Когда я люблю петь. Для меня это счастье. Петь, быть на службах.
петь на службах. Я на самом деле никогда не была прихожанкой. Я прихожанкой стала только недавно, когда вот отдыхаю, допустим, не пою. Я когда пришла к Вере, меня сразу на клирос взяли, когда я еще в Петрозаводске была. Я ничего не знала, ни «Господи помилуй», ни «Аминь». Меня просто взяли на клирос, ну все, как бы действительно вот какой-то промысл Божий, не знаю, это было, не знаю, от Божьей Матери, мне кажется, такой подарок был, чтобы просто меня взять на клирос сразу. И, ну и получается, это для меня жизнь, это для меня воздух, это для меня все. Пение на клиросе. Я вот даже в Греции жила год в одном из монастырей. Единственное, чего мне там не хватало, это пение на клиросе. Я могла там петь, но там все на греческом, и пока это все выучишь, то долго. Но тем не менее ты поешь и на греческом языке. Чуть-чуть пою, мало, но пою. Меня там научили просто чуть-чуть. И читаю на греческом, Три Святого умею читать. Единственное, что я умею читать на греческом. Ну, говорить я могу немножко. А вот именно православные, да, церковные тексты, только чуть-чуть Три Святого. Олеся, еще раз спасибо. Вот мы все, я думаю, кто смотрит, и я, мы все тобой восхищены. Спасибо. И пусть Божье благословение, благодать будет всегда с тобой. Можно я еще только скажу благодарности? Мне неудобно. Это возможно будет? Да, конечно. Да. Я хотела бы еще поблагодарить тех, кто действительно вложил в меня свои знания, всех своих педагогов, и школы моей, да, 23-й в Петрозаводске, и педагогов в Курске, в музыкальном колледже-интернате. Хотела бы поблагодарить особо и низкий поклон прям передать всем моим педагогам здесь, в университете Свято-Тихоновском, потому что это действительно титанический труд был со мной заниматься. И ректору благодарю очень нашего отца Владимира Воробьева, и педагогов моих, Светлану Анатольевну, Конореву Татьяну Ивановну, Ролеву и Поплю Михайловну, Латифи. Это те педагоги, которые со мной занимались именно дирижированием и регентованием, и действительно это сложно. И всех остальных благодарю матушку игуменю Елизавету, которая сколько вложила в меня сил и разрешила жить в монастыре, и до сих пор вот разрешает работать в Марфо-Маринской обители, помогает всем, чем может, и, конечно же, всех сестер и моих родных родителей, которые в любом случае меня любят и поддерживают, чем бы я ни занималась. Пусть они даже и не церковные люди, но они меня по-любому любят. Поэтому я всех очень благодарю, всех, кто в меня верит, всех, кто рядом со мной, и всех, кто когда-либо мне хоть чем-то помогал. И благодарю Бога за то, что мы все живем. Слава Богу за все. Господи, слава Тебе. И спаси, Господи, еще раз за то, что ты пришла. Спасибо, До новых Господи. встреч, дорогие друзья. Это Олеся Егорова. Запомните это имя. В крещении, напоминаю, Александра. Будем молиться за тебя. Спасибо, До свидания. Господи. До свидания. Acciones dinosa, lithos, macaris inse, tin theotokon, tin nai macariston, ke panamomiton, ke mitera tu theoi imon. Tintimioteranton cheruvim, kendoxateran asingritos ton seraphim. Την αδιαφθόρο